Марокко – восхитительное африканское королевство, известное своим историческим влиянием, уникальной землей арабских культур, сложным искусством, ремеслами, потрясающей кухней, доброжелательными людьми и, конечно же, потрясающими ландшафтами, главным из которых является пустыня Сахара. Обо всем об этом и обо многом другом я расскажу вам в этом видео. Погнали! Традиционно начнем с того, где же Марокко находится и как туда добраться. Я летел с острова Гран-Канария, Канарские острова, и мне это обошлось всего в 12 евро. Перелет из Германии обошелся бы в 30 или 40 евро. Марокко – это королевство Северной Африки с уникальной природой, имеющее на своей территории горы Атлас с самой высокой точки более 4000 метров, степи и равнины, засаженные оливковыми или органовыми деревьями, пустыню, привлекающую тысячи туристов, чтобы полюбоваться звездным небом в ночи, и огромное количество пляжей с чистым песком на Атлантике, манящие к себе, чтобы понежиться на солнышке. Прибыв в аэропорт, вам нужно пройти проверку. Это может занять время из-за очередей. Для проверки очень важно показать бронь отеля или хостела, ваш посадочный талон и еще попросят назвать вашу профессию. Поставив штамп в паспорте, вас пропустят дальше, где еще раз проверят наличие штампа и попросят просканировать сумку. Все достаточно строго там. Поменять деньги и купить сим-карту можно в зоне прилета. Если вас не устраивает цена сим-карты, просто торгуйтесь там, и будет вам успех. На 19-м автобусе, который вы найдете на стоянке перед аэропортом, за 30 дирхамов или 3 евро вы доедете до центральной площади Джама-эль-Фна. Также можно доехать на автобусе номер 12 за 4 дирхама или 40 центов, но до остановки идти придется около 15 минут. Во всех случаях билеты покупаются у водителя за наличку. Через приложение InDrive вы можете заказать такси, да еще и предложить там свою цену, то есть поторговаться. В общем, это приложение предлагает самые низкие цены на такси в стране, и для меня оно было просто находкой. Хорошо еще то, что там не нужно привязывать свою банковскую карту. Сразу после аэропорта, выйдя на главной площади, оказываешься в другом мире, где каждый живет своей очень яркой, насыщенной жизнью. Но у меня от такого контраста, честно говоря, слегка закружилась голова. Посмотрите сами.
Живя в центре города или рядом с ним, вы не можете обойти стороной местный рынок Сук-Се-Марин. Это сплошное рыночное пространство, где вы можете найти абсолютно все, что вам нужно. Одежду, кожу, произведенную местными мастерами, украшения, специи на разный вкус и цвет. О, эти запахи, когда ты проходишь мимо этих лавочек. Здесь можно провести, наверное, полдня, погрузившись в эту атмосферу. В конце концов, заблудившись на этих маленьких улочках, потому что онлайн-карты не показывают все эти маленькие закоулки, насыщенные национальными, да попросту яркими цветами всего, что там есть. Вам дадут понюхать разные травы, предложат чаи с разными вкусами и расскажут о том, что они, собственно, продают, потому что многое из этого нам совершенно не знакомо. Джамаль – владелец одного из таких магазинчиков, в который я заглянул и остался там минут на 40, слушая интересные рассказы о продаваемых вещах и пробуя разные вкусные чаи. Конечно, я не ушел без покупок и без подарков от Джамаля. Спасибо тебе. And this is lemon. You know lemon? Of course, yeah. The perfume. Natural perfume smell. Это натуральная косметика с запахом лимона. That one. После душа ее можно нанести на кожу для свежести. Also in deodorant, this is natural perfume. And this is also jasmine. Жасмин. Here in А это Morocco, we жасмин. say it's not В jasmine, Марокко we say мы здесь называем это Chanel Шанель номер 5. Chanel number 5. Шанель номер 5. Yeah. Coco Chanel. Good Chanel, exactly. Smell? Amazing. Yeah. It's amazing. And this is also Salt. no. It's not salt. А это кристаллы эвкалипта. Они способствуют снижению храпа, помогают при кашле и при заложенности носа. Растворив кристаллы в горячей воде, это хорошее средство для засыпания. How it's called again? Eucalyptus. Eucalyptus. It's Good very for- good for Exactly. That's good. And this is А на этой полке косметика из органового масла. argan oil. Хорошо для кожи, для роста волос, для массажей. for massage also natural for massage, but also for the body. Because in Morocco we have argan, we have also the soap. It's argan soap. Также мы производим органовое мыло, которое также используют для массажей в хамамах. That one is good for the massage, it's good also for the gumal. Yeah. This is mix of the Berber tea. Mhm. Because in Morocco, А это смесь берберского чая. В Марокко два самых популярных вида чая – мятный и берберский чай, который способствует кровообращению. В смеси вы найдете анис, корицу, имбирь и разные марокканские травы. It's good for people diabetic. And this is cinnamon, it's good for digestion. Mhm. And this is ginseng, it's good for energy. This is the Berber lipstick, natural. Hair about Так выглядит берберская губнушка, сделанная из лепестков мака. Немного намочив ее, она дает яркий цвет. Так женщины красят губы. Ее еще используют для заживления кожи. Women here, they use it here, right? Yeah, it's Very often. Марокканские люстры и лампы – это волшебная сказка, настоящее произведение искусства, способное создать загадочную и чарующую атмосферу. Марокканские светильники отличаются особым мягким рассеянным свечением и преломлением лучей, заключенных в замысловатую паутину ажурной чеканки. Абдул родом из маленькой берберской деревни в пустыне. Он своими руками производит украшения. From Sahara, made it by the woman, by the man. Вот эти для мужчин и женщин сделаны в Сахаре. Здесь использована медь, а здесь бронза. Вот эти сделаны из серебра. Они очень нравятся женщинам. Woman like it. У вас, наверное, возник вопрос, а кто же такие берберы? Давайте разбираться. Берберы являются одним из самых древних народов, проживающих в Северной Африке, и имеют богатейшую историю. Они являются коренными жителями Марокко. Большинство берберов живут в оазисах, пустыне, в маленьких деревушках
и в основном занимается скотоводством, земледелием и огородничеством, и также транзитной караванной торговлей. Название берберы этому народу дали европейцы, потому что они считали их варварами, так как не понимали их языка. Оригинальное название же этого народа – Амазик, что означает «человек». В настоящее время в арабизированном Марокко численность арабов и амазигов составляет 50 на 50. Из-за смешения произошло такое понятие, как арабизированные амазиги. У берберов даже есть свой флаг с 3 цветами, каждый из которых имеет свое значение. Синий – это небо, зеленый представляет собой отражение гор на море, желтый – это песок. Знак на флаге символизирует свободного человека, что является значением берберского слова «амазик». Всем известный футболист Зинедин Зидан родился в Марселе, но его родители из народа берберов эмигрировали во Францию. Снова хочется обратиться к первым впечатлениям от страны. Честно говоря, в первый день у меня был культурный шок. Вы видите, что все вокруг похоже на какую-то другую цивилизацию, где, казалось, никто на дорогах не подчиняется каким-то правилам. Просто само обилие всего, хаотично движущегося рядом с тобой, начало быстро напрягать, потому что мы не привыкли к такому. Передвигаясь по улицам, ты всегда на стреме, чтобы никто в тебя не врезался, или чтобы ты сам на кого-то не наткнулся. Плюс к этому, каждую минуту к тебе кто-то обращается, что-то предлагая или спрашивая. Смотрит на тебя иногда в упор, преследуя взглядами, а ты просто хочешь дойти из пункта А в пункт Б. Короче, где-то к 4 часам первого дня я больше не смог находиться в городе. Мне просто нужно было укрыться от всего этого в хостеле. Был достаточно раздражен и, честно говоря, это излишнее внимание воспринимал с каким-то негативом. Через несколько часов вечером уже было темно, и я решил снова выйти в город. И там из случайного разговора с местным прохожим мне стало понятно, что постоянно обращаясь к нам, туристам, и предлагая свою помощь, друзья, они, собственно, заботятся о нас. Как мне объяснил прохожий, тем самым они стараются поддержать нас в новых условиях и сориентировать, подсказать что-то. И делают они это вполне искренне, потому что если ты 1 или 2 раза говоришь «нет», они понимают это, продолжают искренне улыбаться и желают тебе хорошего дня. Конечно, понятно, что они еще и хотят продать что-то, тем самым заработав. Это жизнь. Но после этого разговора с прохожим мое восприятие поменялось, и я понял причину всего происходящего. А повторюсь, эта причина – это в какой-то степени забота о нас, туристах. После этого осознания я перестал воспринимать улицу даже с долей негатива. Я начал улыбаться, и меня переполняло чувство счастья от соприкосновения с новой, незнакомой мне, но очень красивой культурой. А знакомство с такими людьми, как Джамаль, подтверждали мне эту теорию. А сейчас поговорим о том, за счет чего же живет такая страна, как Марокко. Как вы думаете, какая отрасль экономики является первым и основным источником дохода в стране? Есть версия? Скажите. Наверное, большинство из вас подумало, что это туризм. Я тоже так думал, но это не так. Как бы это удивительно ни звучало, но производство автомобилей является одной из основных отраслей в Марокко. Сейчас там работает более 60 автомобильных заводов, на которых задействовано более 230 тысяч рабочих. Эту отрасль называют настоящим двигателем роста и создания рабочих мест в стране. В 2022 году оборот экспорта автомобильного сектора Марокко составил рекордные 11 миллиардов, что на 33% больше, чем в 2021 году. На территории страны производятся автомобили популярных европейских марок, в том числе французских и немецких,
Значительная часть продукции направляется в страны Евросоюза. На втором месте добывающая промышленность. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП страны составляет 3%. Главное полезное ископаемое Марокко – фосфориты, по производству которых страна занимает третье место в мире и первое место по их экспорту. Фосфориты являются важным полезным ископаемым, добываются как сырье для производства минеральных удобрений. Далее идет сельское хозяйство и производство продуктов. В сельском хозяйстве занято чуть ли не треть всего населения, и отрасль дает в среднем 10% ВВП. Выращивают зерновые, производят оливковое и уникальное органовое масло, апельсины, томаты, картофель и вкуснейшие мандарины. Дыни и арбузы также занимают большую часть в секторе. Также страна богата источниками воды, которые экспортируются в основном в арабские страны. По всему миру славится марокканская качественная текстильная продукция. В последнее время Марокко повышает конкурентоспособность своей текстильной промышленности. Значительные инвестиции повышают конкурентоспособность отрасли, благодаря чему стране удалось выйти на новый международный уровень. Текстильная промышленность ориентирована главным образом на экспорт в страны Евросоюза. Широкое распространение также получило производство сувенирной продукции, включая ковры, кожаные изделия и софьян. Вот мы и добрались до туризма, который составляет 7% экономической деятельности Марокко. В нем занято более полумиллиона человек. Туризм является одним из основных столпов марокканской экономики. Географическое разнообразие Марокко в сочетании с благоприятными погодными условиями и близостью к ключевым европейским туристическим рынкам сделали его одним из самых привлекательных и конкурентоспособных направлений в Африке. В 2023 году Марокко с целью туризма посетили 8,5 тысяч российских туристов. Для посещения страны гражданам России виза не нужна. Друзья, в следующем видео про Марокко мы продолжим знакомиться со страной, и в этот раз мы поговорим об основных достопримечательностях Марракеша и о том, какие места еще можно посетить, находясь там. Ну что, друзья, самое время подводить итоги. За несколько дней в Марракеше удалось посетить очень много интересных мест и ощутить, почувствовать необычные эмоции, которых до этого не приходилось ощущать. Первые дни было просто очень сложно привыкнуть ко всему происходящему на улице. Вот та масса, которую ты видишь и которая одновременно движется просто в разных направлениях. Эти мотоциклисты, велосипедисты, люди, пытающиеся как-то лавировать между всем этим, машины, ослы. И все это в одновременном каком-то ритме. И плюс к этому каждую минуту кто-то что-то тебе предлагает. Зайдите в этот магазин, зайдите в этот, посмотрите ко мне. В какой-то момент для меня это было просто очень много. Я устал, и меня начало это просто раздражать. Но как-то я случайно разговорился с местным прохожим, и мы затронули эту тему. И на что он мне ответил: вот вы сюда приезжаете, вы в Марракеше, вы в Марокко, для вас это новый мир, новое какое-то просто возможность существования. И мы стараемся вам помочь. Вот именно тем, что мы предлагаем вам что-то посмотреть или, может быть, объяснить, сориентироваться в городе. И в этот момент мое сознание в этом смысле как-то немного поменялось, потому что до этого для меня это было как-то немножко агрессивно, и внутри меня были мысли такие, как: что вы хотите от меня, да, вот там отставьте меня в покое. Но здесь я стал понимать, что наоборот, они хотят нам помочь сориентироваться, как-то что-то подсказать и объяснить. Да, конечно же, они тоже хотят заработать денег и зовут вас, нас в свои магазинчики, чтобы мы тоже что-то посмотрели. Но они делают это с добрыми, хорошими побуждениями. Когда я это осознал, я начал чувствовать себя счастливым, просто ходя по этим улицам и понимая основу и смысл всего этого. Открытость, доброта,
и желание понять людей из другой культуры, безусловно, помогут вам лучше сориентироваться и чувствовать себя более комфортно в новых условиях. А если вам понравилось, буду рад вашим лайкам и подпискам. Если у вас есть интересная история и опыт из Марокко, оставляйте это в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и будем ставить лайки вам. Пока-пока! Ah, look at me.